Всем привет! Настало время очередного новостного выпуска про Duel Masters Лигу. Быстренько пробегусь по новостям, которые произошли за май. Основная новость, то, что мы все-таки запустили третий сезон. Запустился он на пару денечков пораньше, чем изначально планировался, 29 мая вместо 1 июня. Запустился он так, чтобы успеть сыграть еще одни выходные. В принципе, в эти выходные уже было сыграно довольно-таки много игр. Я вижу активности и в Даймонде, и в Голде. На сайте много всяких функциональных обновлений. Вот сейчас я про них немножко расскажу. Первое, что добавлены списки зарегистрированных игроков на сезон. Очень много игроков в Даймонде, очень много игроков в Голде. Добавили очереди. Также на сайт. Раньше это как бы они были, но они такие были виртуальные. Это надо было просто там писать организаторам, типа, когда я могу начать играть. А теперь это все так в официальном виде. Виден порядок каждого игрока в очереди. Как это работает? Когда будут какие-то инактивы, а они 100% будут где-то процентов 15-20 игроков оказываются инактивами, так или иначе. И либо по результату mid-season чека человек будет дисквалифицирован, потому что он сыграет меньше там 5 либо 6 матчей до mid-season чека. Это где-то через 3 недели после старта лиги, через там 2,5-3 недели. Надо отыграть какое-то минимальное количество матчей, чтобы продолжать играть. Либо в этот момент будет замена игроков из очереди на тех, кто выбывает. Точнее, тех, кто выбывает на игроков из очереди. Либо, я думаю, что мы пораньше напишем, где-то там через недельки-полторы, просто пройдемся по всем игрокам, спросим, кто точно подтверждает желание играть. Если кто-то скажет, что все-таки времени мало, то постараемся побыстрее пустить тех, кто сейчас в ожидании. Дальше понятно, что, естественно, снова обновился визуал, и на внутренних страничках тоже, там все довольно красивенько. Сейчас в сетке для удобства сделаны такие истории, как Open Slot, то есть в Мастер-лиге и в Бронз-лиге, там, где меньше капа, где еще можно регистрироваться, сделали таким образом, что просто слова Open Slot переименовываются в ник игрока, потому что регистрация на данный момент, хочу отдельно отметить, она не закрыта. То есть, пожалуйста, можно продолжать регистрироваться на третий сезон. Просто в мастере и в бронзе я сразу впишу сюда ник новоприбывшего игрока, а, соответственно, в голде и в даймонде он пойдет в очередь. Здесь 16 игроков в мастере, количество мест, во всех остальных лигах по 20. Смолик, так как он выиграл второй сезон и первый сезон, у него есть опция скипнуть групповую стадию, и поэтому он здесь вынесен в отдельную группу, но всего игроков 16, количество мест 16 для мастера. Дальше сделали раздел карты. Каждую карту можно отдельно скачать. Нажму на кнопочку, она сразу скачается. Это как поприятнее, чем заходить куда-то на Google Drive. Для каждой карты есть небольшой summary, что конкретно основные какие-то изменения, которые были внесены в последнюю версию карт, но там, например, чем NE2 Plus от NE3 отличается, вот такой информации здесь нет, здесь просто summary основных изменений относительно классической версии. Может быть, потом чуть-чуть более детально, если мне мапмейкеры эту информацию в нормальном виде предоставят, я сюда добавлю какие-то более детальные изменения. По маппулу я вернул Аэроволк, потому что на него был большой спрос, особенно в Мастер-лиге. И такие опциональные две карты, чтобы просто увеличить маппул. Они как черкались, эти опциональные карты, в основном 80% так и здесь будут черкаться. Но, тем не менее,
для красоты, для привлечения игроков, там, не знаю, может быть, из УТ-99 кто-нибудь на деку на деке захочет поиграть, но я в этом слабо сомневаюсь, потому что вот по тем играм, которые я сейчас видел буквально за эти выходные, по-моему, никто ни разу не сыграл деку. Bloodrun, по-моему, 2 раза игрался. Bloodrun, в принципе, неплохо себя показал как такая дополнительная карта в втором сезоне, и перенесли ее и на этот сезон. Изменения в Bloodrun'е сделали небольшое, поменяли местами Шок и Линк. Был фидбэк на этот счет. Шок теперь лежит там, где 25 брони, в этой комнатке. И на деке изменения, это просто снайпа заменена на ЛГ. По-моему, других изменений там не будет. Добавился рейтинг. Рейтинг формируется следующим образом. Сначала в каждой лиге распределяются места по результатам плей-офф. Потом те, кто не вышел в плей-офф, в том порядке, в котором они в групповой стадии, какие места они занимали, после игроков плей-оффа, вот в этом порядке добавляется игрока из групповой стадии внутри каждой лиги в рейтинге. То есть, например, если, допустим, там я занял какой-нибудь, пусть будет 5-е место в групповой стадии в Даймонде, а потом я выиграл, как будто бы гипотетически, плей-офф в Даймонде, то я буду в Даймонде на первой строчке, а не на 5-й по результатам группы. И также будут все участники плей-оффа, их результат в плей-оффе, он приоритетнее, чем их результат в группе. А у всех остальных, кто не попал в группу, соответственно, не попал в плей-офф, соответственно, они по групповым результатам ранжируются. Соответственно, здесь от Жейки до Смолика можно посмотреть конкретно свое место по результатам второго сезона, потом сравнить со своим же местом в третьем сезоне и в будущих сезонах. Это довольно прикольная такая интересная история для трекинга своего прогресса в лиге. 2 мая я решил провести сателлит, такой по покерному немного опыту, и посмотреть, как это вообще энгейджит аудиторию, как это сателлиты, такие небольшие турбокапы привлекают игроков в основной сезон. Такой дополнительный инфоповод. Вот первая такая история, чтобы просто потестировать процессы, как это вообще все происходит. Изначально у меня была задумка сделать сателлит только для Даймонда. То есть, вот, например, 3 человека вышло из Diamond Playoff в Мастер. Это Mate, Tears и Eshex, насколько я помню. Соответственно, они уже засекьюрили себе место в Мастере. А все остальные в Даймонде, ну, как будто бы можно среди всех остальных в Даймонде разыграть еще один слот. Дать второй шанс всем игрокам в Даймонде через такой турбокап, через сателлит поиграть потом в Мастере. Такая была изначально задумка, но потом что-то я подумал, что почему бы не сделать просто open call. Это, конечно, дало свои плоды, не очень прикольные, но тем не менее. Потому что игроки уровня мастер, когда все игроки проходят, ну, вот сейчас я практически со всеми входящими игроками играю, если кто-то известный, какой у него уровень, то ему сразу выдается его уровень, слот в той лиге в сезоне в новом, соответственно, с его уровню. Если игрок непонятно, там давно не играл или что-то еще, я с ним играю, и понятно, какой у него уровень, ну, либо колд играет. По результатам такого тестового матча. И Open Call как бы подразумевает, что, в принципе, могут и любые другие сильные игроки зайти, но мы бы и так им дали уже мастер-слот, и вот через Open Call к нам залетел No Sound, всех, мягко говоря, выиграл, и он и так бы получил бы мастер-слот, поэтому второму месту тоже выдался мастер-слот Монку, потому что Монк уровня Diamond, но Монк отказался, насколько я понимаю, от слота и будет играть в Даймонде.
Вот, тем не менее, вот такая история с обкатанным процессом. Будем такие сателлиты тоже делать, но все-таки уже вряд ли это будет open call с сильными игроками. Это будут истории для голды разыграть слот в Даймонде, для Даймонда разыграть слот в Мастере и так далее. Отдельно open call в принципе могут быть, то есть не на слот, а какие-то дополнительные турниры, каким-то образом связанные с сезоном. Посмотрим, как это будет. Первый вот такой вот сателлит обкатал процесс. Дальше будем добавлять такие вот турниры, и чтобы вовлечь игроков между сезонами, и по разным таким связанным с лигой каким-то затеям. Дальше. Запустил, ну, я добавил игру Unreal Tournament в мой такой B2B-шный продуктик, где я организую, ну, и команда тоже, турниры в основном по третьим героям для разных компаний. То есть это страничка, это такой лендосик чисто для HR-ов, что когда они хотят какой-то спецпроект по лояльности сотрудников как бы сделать внутри своей какой-нибудь крупной компании, они вот, ну, вот мы для них делаем турниры по героям на Джебусе, там дефолт. Вот я попробовал добавить в этот пул Unreal Tournament, посмотрим, будет ли на этот спрос. Это такая страничка, сделанная чисто на коленке, здесь вот можно связаться, попросить меня и мою команду прийти в компанию и организовать офлайн или онлайн турнир. В том числе теперь и по Unreal Tournament. Что у нас с призовыми на третий сезон? Призовых, я думаю, что не будет, потому что нет донатов, то есть их супер-супер мало было. И посмотрим, может быть, в будущем они будут. Тогда мы добавим еще и какой-то призовой фонд. То есть это, считайте, что это open call тем, кто хочет увидеть призовые, пожалуйста. Нужны нам шейхи по аналогии с героями и даже с Quake Live. Кто-то, кто хочет забустить продакшн, забустить призовые, привлечь новую аудиторию через призовые. То есть, пожалуйста, возможности для этого, инфраструктура для этого создана, нужно только начать это делать. Вот. Все, я думаю, это все новости, которые произошли за последний месяц. Очень круто, что мы стартанули. У нас, кстати, хотел еще отметить, что очень прикольный и сильный состав мастера на этот сезон. Я рад снова видеть и Ака, и Скримс в последний момент решил играть, и Тирс очень круто, он сомневался, будет ли играть, но в силу там своих дел и решил все-таки играть, потому что он просто прошел через весь Даймонд как нож через масло. Очень интересно, как он покажет себя в Мастер-лиге. Круто, что Хейтбрид тоже теперь с нами. У него такой очень неплохой YouTube-канал на тему Unreal Tournament. Он очень так довольно качественные ролики делает и стримит. Вот, так что буду ожидать от него такой медиа-поддержки. Поэтому очень хорошо, что он тоже с нами. Много новых игроков в Даймонде. Это интересно. И в Gold тоже довольно много. Оказалось, это самая такая, это как bell curve, это как нормальное распределение, да, в деле. То есть мы видим, как распределяется кривая скилла игроков количество игроков вот разного скилла в лиге. То есть при таком количестве игроков уже видно, собственно, что мастеры и бронзы немного, и весь пик приходится на голд и на даймонд по количеству. Вот, минутка науки завершена. Всем спасибо за внимание. Буду еще постить какие-то обновления. В том числе в Телеграме я добавлю свой ТГ в описании к этому ролику. Туда можете тоже подписываться. Там не только про УТ, но про УТ тоже будет.
Все, всем пока.